Друзья, всем привет! Сегодня у нас рыбалка на реке, потому что уже лед встал на прудах, поэтому приехал я на реку. Сегодня, кстати, минусовая температура, так что, в общем, рыбалка будет в сложных условиях. Река такая среднего формата. Здесь как бы такое течение среднее, где-то оно ускоряется, где-то замедляется. В общем-то, в принципе, для воблеров комфортные места, так что попробую начать сегодня с воблеров. Ну а что у меня из этого получится, посмотрим. Итак, погнали! Друзья, в двух словах о снастях, на которые буду сегодня ловить. Спиннинг, уже традиционно, это Daiwa Ninja у меня, бюджетная палочка. Называется моделька ZT702 MFS с тестом от 10 до 30 грамм. 100 раз говорил уже, классный спиннинг. Тест покрывает практически весь мой арсенал воблеров. Основной, по крайней мере. И осенью, в общем, основная палка. Там, можно сказать, весь сезон основная, пожалуй, палка у меня. В общем, могу рекомендовать. Катушка Daiwa Ninja, катушка у нас Jaguar 3000 от Цуриноя. Классная катушка, тоже бюджетная, тоже уже давно служит. В общем, рекомендую. Шнур от Минога 0,18 мм. А воблера сегодня и приманки будут меняться, поэтому отдельно про них расскажу. Вот такой интересный воблер от Lure Max. Называется он Dingo, как австралийская собака. Что получается? Это соточка у нас, эска тонущий, и весит он 14,8 грамма. Отличный воблер, заглублением что-то там 1,2, по-моему, максимум. Вот, но в отличие от оригинала он тонущий, что в принципе очень интересно. Расцветка прикольная, яркая, арбузная. В моем регионе хорошо ловит. В общем, воблерок уже проверенный. Второй сезон ловлю. Очень нравится. Щуку ловит отлично. Да, ребята, погода у нас все холоднее и холоднее становится. Все же действительно прошлая рыбалка была последняя перед ледоставом. В общем, все пруды уже во льду. Где-то большой лед, толстый, уже кто-то открылся в подледной рыбалке. Где-то он еще тонкий. В общем, остались только открытые еще реки. Так что сегодня я на реке. Не стал далеко ехать от города. Что-то хотел поехать, но, во-первых, что очень долго собирался. В общем, были свои трудности. Выехал поздновато, поэтому решил, что не поеду далеко. Поеду поближе. В общем, ребят, холодно. Сегодня -3. Но спасает то, что ветра практически нет. Почти полный штиль. Вот там, правда, я вижу, там дальше рябь. Вот, поэтому, в общем, ощущается не так холодно. Но шнур обмерзает, кольца обмерзают. Ролик лескоукладывателя тоже периодически во льду. В общем, спасаюсь. Понятно, я шнурку там помазал, пропитал маслом Johnson's Baby. Но это ненадолго. Помогает. Все-таки масло это все равно вымывается водой постепенно. А кольца это бесполезно. Тоже даже если не замерзайкой кольца брызгаешь,
не сильно помогает. Ну, короче, ненадолго помогает, скажем так. Да, давление стоит стабильное второй день. А температура, ну, в общем, такие качели, они будут. То есть стоял, температура падала в минус 11, потом вот сейчас чуть потеплело. На следующей неделе опять там, по-моему, в минус 13 уйдет. Ну и якобы к выходным следующим опять там ближе к плюсу будет. Так что, ну не знаю, как рыба будет адаптироваться к таким скачкам. А вообще любые такие скачки температуры, давления рыбе не очень нравятся. Резкие перемены, по опыту скажу, чаще всего ведут к бесклёвью. Но оно и видно, вот я сегодня плаваю. Ну, правда, вот уже здесь давненько не был. Ну, год. При том, что в том году я тут один раз всего был, насколько я помню. Так, тоже случайно заехал. Ну, а до этого ездил, в принципе, довольно часто в такое зимнее время, поздней осенью. И вот те точки, которые раньше работали, сегодня вообще молчали с утра. Блин, классно как. Ух, неплохая, по-моему, рыбка. Как она всадила. А я, главное, кончик удилища опустил в воду, чтобы отмерзли кольца. Чувствую под водой такой на шнуре. Тук. Класс. Иди сюда. Нормальная такая щука. Вот где ты. Я тебя ищу везде. А ты здесь. Место такое намоленное, я тут уже ловил. Ой. Смотрите, какая. С пиявками. Пиявки нам не нужны. Классненькая, толстенькая. Ну такая, полторашка, наверное. Класс, ребята. Кстати, резвая щука оказалась неожиданно. Еще, видимо, не сильно замерзла. Хотя уже и в пиявках. Ну, прям на поклевке и потом на вываживании дала жару. Посопротивлялась, адреналин. Я аж проснулся. Классная щучка. Такс. Ну что, посажу тебя, а ты там сиди и распутывай узлы. Здесь, ребят, место интересное. Получается поворот плавный. Под правым берегом обрыв и яма. Ну, там, где камыш, там вообще очень глубоко. А под этим берегом отмель. А здесь, где я стою, ну и чуть ниже, это по сути выход из ямы. Здесь частенько щука охотится. Ну, то есть, когда она в настроении, конечно, она сюда выходит пожрать. Вот выходы и входы в ямы обычно такие самые интересные места на реке. А я чаще всего стою даже чуть ниже. Это сейчас я залез повыше. То есть выход немножко даже туда вниз. Место, в общем, такое интересное.
такие места нужно облавливать. И я так стараюсь кидать либо под тот берег, под правый, либо под левый. В общем, по диагонали, скажем так. Под разными углами. И потихонечку на медленной такой проводке, не быстрой, с паузами, воблер потихоньку сносит. И такая подача щуки на реке нравится. Это лучше, если там ты будешь вести параллельно течению. На паузах стараюсь удочку опустить под воду, спиннинг, чтобы кольца отмерзали. Все-таки температура воды сейчас выше, чем температура воздуха. И это как-то спасает. Отличный воблер, называется он Ратри. 102 размере, суспендер, весит 13 грамм. Но несмотря, вот кстати, я сейчас только обратил внимание, весит он примерно так же, как и предыдущий воблер Динго. Тоже от Lure Max, там всего там какие-то и меньше грамма разница. Но летает он дальше почему-то. То есть у него, видимо, получше система дальнего заброса, скорее всего. Ну и вообще он такой, полет хороший и четкий, главное, что точный еще, что мне нравится. Классная расцветка, хорошо управляемый на твичинге. Отлично работал у меня в этом сезоне по теплой воде, летом вообще, в общем-то, это топ-воблер августа, лучший воблер, я бы сказал, у меня был. Ну и по холодной воде, оказывается, тоже хорошо работает. То есть вот на крайней рыбалке прям отлично ловил щуку уже в такой температура близкая к нулю. Блин. Поклевка была, но почему-то не засеклась. Опять почувствовал прям под водой, как кто-то тронул мой воблер. Воблер я, кстати, сменил. Поставил Ратри, он на 10 сантиметров идет глубже, чем Динго. Мне кажется, в эти условия должен чуть получше вписаться. Как будто с отмели кто-то решил атаковать. Здесь, кстати, на этом участке реки щука из хищников есть. Понятное дело, окунь. Но также говорят, что тут и судака кто-то ловил. Я думаю, что если он тут есть, то его тут немного, но сам факт. Да блин, да. Да что ж такое? Сход. Я офигею. Опять в этом, ну, из этой зоны прям четкая поклевка на паузе. Прям подтяжка такая. Там не трава, ничего. Так. Надо как-то поймать. Эту хитрую рыбу. Но сейчас я прям был уверен, что я всеку. Не получилось. Возможно, из-за того, что когда спиннинг под водой, ну, понятно, что
всекаешь дольше, чем с поверхности. Ну, когда спиннинг у тебя приподнят над поверхностью. Видимо, она успевает выплюнуть. Зараза такая. Я думаю, пора переплывать. Эту точку я обкидал, несколько поклевок получил. Ну и дальше тишина. Все. Подниму сейчас вверх, еще повыше. И может быть сплавляться буду. Посмотрим. Все. Хорошо, есть электромотор, который нам поможет. В общем, остановился тут довольно интересное место. Такой поворот довольно резкий. С этой стороны справа обрыв, яма, с левой стороны отмель и впадает в микроречка. Щука вообще обожает такие места. Во-первых, впадения, потом повороты, ямы. В общем, интересный рельеф, интересный урез берега. Ну, в общем, есть и камыш, и обрывы. В общем, я решил, начну отсюда и пойду сплавляться ниже. Здесь, наверное, ну так подзадержусь, некоторые точки обловлю, а потом просто отпущу, сниму с якоря и буду потихоньку сплавляться и кидать до той точки, с которой я, по сути, начинал. Ну, как-то так. Ну, вот в сторону отмели закину, в сторону микроречки. И буду облерок стягивать на туда, где поглубже. И может быть, щука сюда вышла поохотиться. Вся надежда на это. Дальше за поворотом, кстати, обрыв уже будет с другой стороны. Там тоже интересное место. Сейчас покажу, зачем я спиннинг макаю в воду. Вот видите, какой лед образуется на кольцах. Это кольцо, в общем-то, в воду макать неудобно, она близко находится. Вот лед достаточно крепкий, вот так даже пальцами сложно сбить. Опускаем на какое-то время в воду. Вода более теплая. Все, льда нет, все очистилось. Так, ребят, я тут проплыл уже кучу мест, приличный участок реки, и поклевок нет. Где-то прошло 1,5 часа, наверное, а может и 2. Вернулся на ту точку, где поймал щуку, и сейчас была поклевка. Опять на тот же воблер динго, но почему-то не засеклась. Вернее, я чуть, наверное, не доплыл, прям, если уж строго говорить, до этой точки. Но стою чуть-чуть выше. Все, ребят, рыбалка подошла к концу. Ну, что можно сказать по итогу? Щука сегодня очень и очень была пассивной. Я, конечно, благодаря своему опыту и воблеру динго уговорил одну, но и все на этом. Были, правда, еще поклевки, но явно видно было, что щука не атаковала, а просто толкала приманку. Ну, в общем, это как раз говорит о ее пассивности. Ну, бывают и такие рыбалки, что поделать. В целом я отдохнул неплохо,
Правда, немного замерз. Так что поеду сейчас отогреваться. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал и на мой телеграм-канал. А у меня на этом все. Всем счастливо, всем пока.